Приветствую всех на моем канале, и в этом видеоролике я решил показать мою новую кормушку для птиц, сделанную из обычной пластиковой 5-литровой бутылки. Я расскажу, как я ее сделал, почему я сделал именно такой и как она крепится у меня на окне, вернее, я сейчас на балконе. Но перед тем, как начать, я хочу сказать, что моя прежняя кормушка прослужила 6 лет. В декабре 2018 я снимал видео по поводу того, как сделать кормушку и как ее крепить. Вот эта самая кормушка, та самая, которую я снимал в декабре 2018 года. Повторюсь, прослужила она мне 6 лет, сделана из ДСП, вот такая вот кормушка. Я в описании прикреплю ссылку на то видео. Если кто не смотрел, могут посмотреть. Сейчас просто вкратце скажу про эту кормушку. Крепилась она у меня на крепления, которые на пластиковых окнах предназначены для крепления москитных сеток. Вот здесь сделан вырез. У меня подоконник под 90 градусов под углом, поэтому здесь вот брусок. То есть, по сути, кормушка ставилась на подоконник и защелкивалась вот этим вот, вставлялась в разрез, где москитная сетка устанавливается. Но кормушка свое изжила. Во-первых, она состарилась, прошло 6 лет, и можно видеть, что, и деревяшка тут как бы исхудалась. Я ее латал, вот все-таки срок службы 6 лет, довольно-таки большой срок. И вторая причина, почему мне пришлось переделывать, да, вот я покажу низ, вот там брусок. И вторая причина, почему мне пришлось делать новую кормушку, связана с тем, что я немножко изменил подоконник. Значит, вот, крепилась у меня кормушка вот на такой вот крепеж для москитных сеток. Единственное, что я скажу, крепить нужно не на пластиковой, потому что пластиковая сломалась довольно-таки быстро, а я сделал вот такое вот крепление. Алюминиевая такая, железка была. Я ее купил. Железный лист алюминиевый. И просто вот ее изогнул, сделал крепление вот из такого вот алюминия. Как это железо, это, по-моему, не алюминий. И заменил. И у меня вот здесь вот она висела. Но из-за того, что я немножко тут ремонтировал подоконник, из-за того, что рама здесь у меня, когда стеклили балкон, установлена очень низко, подоконник, когда я устанавливал, это было уже давно, нельзя было никак по-другому установить, кроме как под 90 градусов. И там вот скапливалась вода. Поэтому я вот этим летом немножко тут видоизменил, сделал вот такой вот скос. И в связи с этим теперь сюда никак не поставить эту кормушку, потому что, видите, тут вот, под углом идет. А там у меня подоконник стоял вот под 90 градусов, поэтому я как бы кормушку вот сюда вот и ставил. Не знаю, может быть, и можно попробовать поставить, но я сделал новую кормушку, поэтому сейчас я просто посмотрю, встанет она или нет. Стояла она у меня вот так вот, ставился на брусок и крепилась, вот защелкивалась на креплении. Сейчас она не встанет, потому что брусок, это надо его подрезать. Может быть, я потом это и переделаю. Но сегодня я решил показать вот новую кормушку из пластиковой бутылки. Сразу отвечу на вопрос, как она крепится. Крепится она у меня на нитке, но я об этом сейчас более подробно расскажу. Я не хотел с внешней стороны дырявить профиль окна. По идее, можно было сделать крепление на другой стороне,
но для этого пришлось бы сверлить профиль. Делать специальные крепления железные и вешать кормушку там. Кормушка должна быть обязательно съемной, потому что когда идет дождь, когда идет сильный снег, я кормушки всегда снимал. И вот эту кормушку снимаю, и вот прежнюю кормушку я ее снимал, поэтому она должна быть съемная. Ну и кроме того, ее нужно чистить время от времени. Вот, я не хотел сверлить ничего здесь. Вот. Поэтому сделал крепление на веревке. Сейчас я ее достану и покажу как. Ну, значит, внизу, вот видите, такая капроновая, наверное, веревка, тоненькая. Если бы ее у меня не было, я бы использовал леску. Почему тоненькая? Потому что если она будет толстая, окно не будет закрываться. Поэтому она тоненькая. Вот здесь вот две, то есть она там по краям привязана. И наверх она уходит, и наверху тоже вот там, и с другой стороны спускается вот сюда. И вот у меня эта бутылка висит. Это сделано для того, чтобы ее ветром не качало. То есть если просто ее подвесить, ветер дует, вот сейчас сильный ветер на улице, ее просто туда направо-налево бы мотало. А из-за того, что она и снизу, и сверху, она более или менее держится, не мотает. Вот сейчас сильный ветер. Теперь я ее покажу, как снимать. Вот там наверху я сделал такое крепление. Ну, обычный такой карабинчик. Отстегиваем и кормушку снимаем. Сейчас я это проделаю. Вот я ее снял, ну и эту сейчас просто вытяну, вон, видите, раз. Все, я ее вытянул. Вот кормушка у меня висела прежняя вот здесь, но показываю вот еще раз, из-за того, что здесь такой вот угол большой, здесь креплений уже нету. Вот. Железный подоконник там у меня ниже, и он вот сделан вот под 90 градусов. Там скапливалась вода, поэтому я вот здесь сверху вот такой наклон сделал, и, соответственно, кормушку теперь сюда не ставится. Вот, теперь давайте более подробно ее посмотрим. Ну, значит, здесь вот такой простой этот, ну, с брелка я взял. Защелкивать. Сюда можно любой карабинчик. Вот так вот. Отщелкивается, защелкивается. И вот эта вот веревка. Теперь по кормушке. Ничего хитрого здесь нет. Так, эту я уберу. Внизу пластиковая бутылка прикручена на вот такой же ДСП. Деревяшка. Можно было использовать пластмассовые элементы, например, вот сэндвич-панель. Из сэндвич-панели сделан второй уровень. Вот он здесь наверху. Это вот этот, вот, кстати, он отрезан. Я отрезал сэндвич-панель. Внизу почему сделал деревяшку? Потому что, чтобы ее немножко утяжелить. Все-таки, если, ну, она будет совсем легкая, хоть она и на веревках, но все равно ветер ее мотает. Поэтому, чтобы немножко утяжелить, сделал ее на деревянной подножке. Ну, здесь просверлены дырки, веревка вот она прикреплена. Дальше все очень просто. Здесь прорезаны два отверстия. Наверху, значит, здесь ничего не менял. Единственное, что только вот скотчем сделал, чтобы посередке у меня там крепление было. Здесь из сэндвич-панели второй уровень. И саморезами вот прикручены. И две плошечки. Одна наверху и вторая внизу. Ну и здесь я сделал еще картон, чтобы я его иногда меняю. Потому что вот сейчас покажу со старой кормушки. Я на старой кормушке тоже это делал. Вот старая кормушка. Кстати, это, если кто спросит, на всякий случай, потому что при урагане иногда кормушка улетала, а это я ставил изнутри
она у меня кормушку сохраняла, не падала вниз. Иногда бывало так, что забывал во время сильного шторма там или меня не было. Кормушку скидывала. И вот этот предохранитель спасал. Вот, я здесь тоже стелил. Видите, ну тут грязь, сейчас я ее выкину. Потому что птички-то где кушают, там и гадят. Поэтому здесь тоже вот такие положил. Картонки, их можно менять. Что еще важно? Вот у меня нижняя часть закреплена не на саморезе. Она у меня закреплена на болт. Здесь стоит болт, и он один. Это сделал он специально для того, чтобы вот эту бутылку можно было вращать. Если я сейчас ее покажу, вот, не знаю, как камеру поставить. Вот, я ее могу вращать. Раз, повернул. Раз, повернул. Это сделано для того, чтобы, когда идет сильный дождь или снег с одной стороны, я мог ее повернуть. То есть, например, снег или дождь с той стороны, я ее вот так поворачиваю, раз. И теперь у меня вход не с той стороны, откуда идет дождь или снег. То есть внутрь не попадает. Если, например, ветер или снег с этой стороны, я ее вот так поворачиваю, раз. То есть саму обложку-то я не могу повернуть, потому что она у меня, вот видите, квадратная, и она плотно прилегает к окну. Бутылку поворачиваю, и, соответственно, уже сюда снег, дождь, а здесь вход для птиц. Хотя я все-таки стараюсь кормушку снимать и во время сильного дождя, и во время снегопада, но бывает так, что даже во время дождя и снега птички прилетают очень много, поэтому кормушку не снимаю. Наверняка предвижу вопрос, почему два уровня, почему не один. Это связано вот с чем. Здесь у меня, видите, на одном уровне стояло две плошки. Дело в том, что основные птицы, которые прилетают на мою кормушку, это воробьи и синицы. Воробьи и синицы, да, еще зимой и ранней весной прилетают снегири, зеленушки. Видеоролики у меня на канале есть по этим птицам, как они прилетают, кормятся. Но в основном это воробьи и синицы. Прилетают они круглый год. И дерутся. Кормлю я их разным кормом. Синицы едят семечки, а воробьи едят пшено. Воробьи семечки не могут разгрызть. Клювик не предназначен у них для этого. Они их не едят. Частенько бывало так, что они их даже выкидывали из кормушки, когда заканчивалось пшено. Ну и синички тоже предпочитают семечки, а не пшено. И поэтому бывало так, что они садятся одновременно сюда. Например, если большая стая воробьев садится, и они не пускают синиц. Синицы не могут залететь. Или наоборот, синицы садятся, или одна синица пугает, щепенит крылья, ну тоже на видеороликах у меня это видно, не пускает других птиц, воробьев. И поэтому бывало так, что либо оккупировали кормушку синицы, либо оккупировали кормушку воробьи. Поэтому я здесь сделал два уровня. Внизу у меня я обычно кладу пшено, там воробьи, а наверх кормушки кладу семечки. Синицы прилетают, забирают семечку с верхней полки и улетают. Здесь на этой кормушке, конечно, место побольше, и синицы у меня частенько сидели прямо здесь, внутри самой кормушки, брали семечку и прям тут ее долбали, грызли. И воробьи тоже тут сидели, бывало так, что даже иногда и дремали тут под вечер. Здесь кормушка, конечно, меньше места, тут особо не посидишь, хотя вечерами, когда начинает темнеть, иногда там воробушек сидит, дремлет. Но в основном с верхней полки синица забирает семечку, улетает, и внизу воробьи сидят. Много, конечно, их тут не поместится, но, по крайней мере, они друг другу не мешают. То есть, если воробей внизу сидит, ест пшено, синица ест возможность взять семечку. Поэтому вот такое сделано разделение. Верхний уровень и нижний уровень, чтобы они друг другу не мешали. Вот. Ну, про крепление я сказал. Такая вот веревка. Капроновая или шелковая. Ну, она довольно-таки прочная. И на другой стороне, я показывал, стоит вот такой карабинчик. Вот такой карабинчик.
Все, я ее снял, почистил и вешаю обратно. Да, если рамы большие, вешать, конечно, ее сложнее, чем ту кормушку. Здесь нужно вставать на стул, перекидывать туда веревку и потом вешать. Сейчас я ее повешу обратно. Ну вот так я ее вешаю. Здесь наверху просто оставил, надо ее обрезать. Веревку. Вот она висит и сюда плотно прилегает. Вот. Теперь я ее закрою. За вот эти веревки можно подтягивать, опускать ее, поднимать. Вот. Все, окно закрыл. Веревки должны быть тонкие, иначе окно не будет закрываться. Может быть, со временем они и порвутся, но пока, не знаю, не рвутся, пока нормально все. Все, вот я ее повесил. У этой кормушки, кстати, есть одно преимущество по сравнению вот с той кормушкой. Это сюда голуби не могут сесть. Вот в эту кормушку частенько прилетали голуби, мне приходилось их отгонять. Вот. А у этой кормушки есть преимущество. Голуби, ну, по крайней мере, пока они не добрались. Все, висит. Скоро прилетят птицы.